Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наш разговор о Второй мировой войне и поговорим о том, что является самым главным в любой войне, о людях, о мобилизационном потенциале сторон. Как известно, сейчас войны ведутся призывными армиями. Солдаты призываются к мобилизации, армия мирного времени в несколько дней или недель превращается в армию военного времени из нескольких миллионов человек, и эти миллионы сражаются на полях сражений. Такая структура появилась с наполеоновскими войнами, разрослась, подхвачена была Россией и прочими державами в XIX веке и приобрела устойчивый тренд и дальше. Так вот, кто воевал с обеих сторон? Есть такая прекрасная книга «Экзюпери. Военный летчик». Ну, вы все ее читали. Кто не читал, почитайте, потому что потрясающе по своей силе и мощи антивоенной произведения. И там Экзюпери пишет, что да, все правильно, потому что их, французов, было мало, что их было 40 миллионов земледельцев просто против 80 миллионов промышленных рабочих, что немцы, они были, значит, обучены, подготовлены, они были страшной силой, и, естественно, что Франция проиграла. Экзюпери поэт, писатель, летчик, но он не аналитик, мягко говоря. Дело в том, что в Германии призывной армии не существовало, в принципе. С 19 по 1934 год армия Германии была вольнонаемной. Рейхсвер генерала фон Секта, он формировался на основе добровольного найма. То есть это нынешних США. Армия чисто добровольческая. Ее нельзя увеличить призывом запасных, потому что запасных не существует в природе. Подчеркиваю, с 19 по 1934 год. 15 лет. То есть 15 призывных возрастов не прошли военное обучение. 15 призывных возрастов не знали, с какой стороны подойти к винтовке, как там дать портянку, как действовать в составе взвода, роты и батальона, как стрелять, в конце концов, элементарно. В отличие от и в Польше, и в Чехословакии, и во Франции, армия комплектовалась на основе призыва. И пока немцы благодушествовали и витали в облаках, французы готовили запасных. Эти 15 призывных возрастов, которых не было у немцев, были у французов, были у поляков, были у чехов. Я к чему клоню? Вот вы хотите в одночасье создать армию военного времени. Вы призываете запасных. То есть у вас есть какое-то количество людей, которые знают, что такое винтовка, знают, что такое сапоги, знают, что такое армейский рацион, знают, как действует в составе отделения взвода роты. То есть минимально они подготовлены. Вам остается лишь собрать их в кучу, одеть в форму, дать им командиров, сбить подразделение, сколотить на сколоченном подразделении, и воля. У вас через 2-3 недели полноценные роты, полки, батальоны, дивизии. Если у вас нет запасных, вы мобилизуете штатских, которые веселой, гомонящей толпой приходят в ваши казармы, с любопытством осматривают ваши винтовки, пулеметы, гранаты и спрашивают, а что это? Они не знают, что это такое. Они никогда в жизни не носили военную форму. Они никогда в жизни не мотали портянок. Они не знают, что такое действие в составе взвода роты. Они не умеют подчиняться, потому что солдат, прежде всего, это человек, который умеет подчиняться, который знает свою задачу. Эти штатские ничего не знают. И нужно 2-3 месяца, а лучше полгода, чтобы вот эту толпу недавних гомонящих штатских превратить в некое подобие воинских частей. Кстати, та же беда была в Советском Союзе, то же самое. Та же самая беда. То есть у нас армия мирного времени была маленькая. И проходило через нее очень мало людей. Призыв был, но призвали далеко не всех. И когда в 1939-1941 году возникла потребность в большой, настоящей армии, 1 сентября 1939 года СССР принял закон о всеобщих воинской обязанности. До этого его не было.
И мы начали готовить запасных, но мы готовили их мало и плохо. А французы и поляки готовили хорошо и много. То есть у французов вся армия была из запасных. Вся армия прошла школу действительно воинской службы. У немцев 15 призывных возрастов. Из, сколько призывают людей? С 20 до 45 лет. 15 из 25 запасных возрастов призывных не проходили воинскую службу. Вообще, в принципе. Поэтому товарищ Экзюпери немножко лукает. Потому что вся французская армия была в военном отношении на голову выше, чем немецкая. У немцев не прошли военную подготовку 15 призывных возрастов 1901-1914 годов рождения. Те, кто помоложе, прошли, те, кто старше, они уже были никому вообще практически не нужны, старенькие. Но это еще не самое интересное. Самое интересное Великобритания. У ней, как мы знаем, призыва не существовало. В Англии то же самое. Призыв отсутствовал в принципе. В армию люди нанимались. Англия страна держава, ей большая сухопутная армия не нужна, в армии флот. В Англии флот. В Англии флот, и флотом она решала все свои вопросы. Если не решал флот, решала морская пехота, которая тоже малочисленная, но хорошо подготовленное войско. И вот самое интересное случается в 1939 году. Великобритания вводит всеобщую воинскую обязанность. То есть Англия знает, что ей скоро понадобится большая сухопутная армия. Скажем так, большой экспедиционный корпус во Франции. Войны еще нет. СССР еще можно понять. Все-таки 1 сентября вспыхнула война, и нужно что-то к этому готовиться. А вот Великобритания нет, не надо. Я даже специально посмотрю вот так вот. Численность вооруженных сил Франции по состоянию на 1 сентября 2 674 000 солдат и офицеров. Вооруженных сил Германии 2 750 000 солдат и офицеров. Чуть-чуть больше. Буквально какие-то 20-30 тысяч. Но у Франции, кроме французского контингента, есть так называемые колониальные войска, которые, в условиях технической войны 40-го года уже не так хороши и нужны, но они потенциал очень большой имели. А в Первой мировой они сделали много колониальные войска на полях сражений в Европе. И потенциал-то тоже был сумасшедший. Там тоже можно было привести и 100, и 200, и 500 тысяч штыков, и это было даже незаметно для кого-то. Теперь про немцев, про англичан. Так. Вооруженные силы Британской империи составляли на территории Соединенного Королевства 897 тысяч штыков и сабель. Мы говорим только о сухопутных войсках, не морские силы не берем. Индия 205 тысяч, Канада 61 тысяча, Австралийский союз 45 тысяч, Новая Зеландия, там мелочь. Итого 1 261 200 человек. Не очень много, не очень, прям скажем, не густо. Но в июле 1939 года вступил в действие закон о всеобщей воинской обязанности. Поэтому через 6 месяцев у Англии уже в потенциале больше 3 миллионов штыков. Это уже сила. Но опять же, о Польше поговорим. Кажется, Польша. Тем не менее, польская армия в мирном времени 400 тысяч человек, а в случае мобилизации и после проведенной мобилизации, которая была проведена, 1 260 000 человек. Немного, немцев больше. Но немцы одни, а против них целый союз. Итого, складываем вместе британские, французские и польские войска и получаем такую хорошую цифру
почти что в 5 с лишним миллионов штыков и сабель. В 2 раза больше, чем у немцев. Так что по поводу численности бедных несчастных французов товарищ Экзюпери немножко слукавил. Да, их, может быть, было не так много, как хотелось, но их было достаточно, чтобы вести полноценную, успешную, победоносную войну, учитывая тотальное превосходство Франции в тяжелых вооружениях. А оно было тотальное. Ну что ж, подведем итог численности личного состава. У Германии 2/3 войск – это новобранцы, ранее не обученные. У Франции, Великобритании и Польши почти 5 миллионов штыков запасных. То есть людей, изначально обученных военному делу и одевших форму, уже зная, с какой стороны подойти к винтовке. Превосходство союзников тотальное. Это только касаемо личного состава. Дальше будет еще интереснее.